Привет, Володя. Получается ударник завод, а правее там получается въезд, да? Потом ты вот заезжаешь туда, вот упираешься налево, получается, и все, и там метров 200 и станция Автолиговская. Я сейчас еду туда. Вот. Ага, ну все, ну я, в общем, тут уже нахожусь. Ага, все, давай, я Давай, уже лечу. давай. Я уже прямо записываю, короче. Леня, здорово. Привет. Вот ты... Вот вообще объясни... Да. Что сейчас будет происходить? Куда мы вообще идем? Мы идем на наш склад, сейчас покажем себе сюрприз. Самое главное, что тут с подворотни кто-нибудь не грабанул, пока мы идем. Вот, я уже, короче, начинаю снимать. Здорово, Володя. Позвонили подписчики, сказали, приходи, кое-что интересное для тебя есть. Ну что, Так. включим свет? А можно свет включить? Да, похож, слушай, похож. Слушай, ну с фазиком получается. У меня без фазика, но это ж не важно, наверное, да? То есть, ну, у меня без фазика. Ну, Без фазорегулятора? Поставим твою шестеренку и все. А, ну да. Разницы не будет никакой. Цепь ставим твою шестерню, даже будет проще еще его взвести. Натяжитель такой же, все такое же, механический он такой же. Кулачкам, смотри, по всему все супер. Внутри тоже. А вы зажали голову? Я не помню, зажимали ли головку. Да, зажали головку, прикинь, тебе не повезло. Но в любом случае прокладку желательно поменять. Ну, не желательно, ее надо поменять обязательно. Шлифануть головку, цепь можно оставить, направляющую цепи тоже, натяжитель поставить в крайнем случае, либо который здесь в комплекте, либо свой. Ага, я понял. Ну, стой с этой. Да, вот, короче, крышечка, да, ну все очень модно, конечно, самое главное, чтобы это все подошло. 9 год, за 210 2.0 компресс. Да, ну просто даже если, к примеру, блок, ну мне получается, блок надо от компрессора, а башка, ну по сути, не важно от чего, самое главное, чтобы масляные каналы, то есть, подходили. Да. Вот, и если оно подойдет, то есть я буду вообще счастлив. Я думаю, это оно и есть. 99 Тогда будет какой-нибудь свап, он может будет ехать на 120 лошадиных сил, и можно будет реально наказывать даже, может быть, Ладу Весту. Ну, как бы... Ладу Весту уже пешком ее накажи. Да. Ну, слушай, блин, в любом случае его надо взять, я так понимаю, для того, чтобы перед разборкой или там после разборки, когда я свой сниму, там посмотреть, проверить, как бы. Потому что так я сейчас и в любом случае не пойму, то есть он подходит. Можем уже загрузить. Мы можем его завернуть? Дело в том, что, в метро я слышал, не пропускают, как бы. Просто дело в том, что у меня в Масяковщине получается гараж. У нас офис Масяковщины. Если ты спросил его, вдруг у него какие-то свои дела? Не, у меня как бы это основные мои дела. Но когда у тебя корч такой, то все дела основные это вот это, понимаешь? То есть получается, что ты мне даришь этот двигатель. Да. Это просто жесть. А такое вообще бывает? Вот вы объясните мне, пожалуйста. Мегамоторов бывает. Это просто да. Когда Володя мне написал, говорит, слушай, вот у тебя ёбнулся мотор, у меня есть, приходи забирай. Я просто, если честно, был просто в шоке. Я говорю, как забирай вообще? Ну вот я не привык просто к такому, что люди просто так берут и помогают. То есть люди при владении автомобилем, очень многие сталкиваются с проблемой, то есть с двигателями и так далее. В одном месте купить, в другом поставить. А наша же компания, она занимается тем, что мы закрываем полностью весь цикл. От покупки, доставки до установки. То есть вы обратились в одну компанию, и мы вам полностью во всем помогли. А в каком городе? В каком городе? Ой, у нас 5 филиалов. Это Витебск, Гродно, Минск, Гомель и Москва. Нифига да, себе. Весной появимся еще и в Бресте. Это серьезная организация. Ну, в Бресте это исторически, я хочу сказать, должны появиться. Но мы его последние, да, немцы брали, мы пока не взяли. Ну, ничего, будем брать. Да. Блин, ну это на самом деле супер, потому что основная проблема, она заключается в том, что
могут наебать, понимаешь, вот с двигателем, особенно с покупкой двигателя. Вот как проверить? Они пишут то, что двигатель проверен в Англии, там есть все документы там на двигателе, а ты реально не понимаешь, то есть он нормальный или ненормальный. Ну, документы сделать это не проблема. 21 век, принтер, печати, все доступно. Но у нас это все решается тем, что мы же его продаем, мы же его устанавливаем, и мы же на него даем гарантию. Даете гарантию? И на двигатель, и на установку. А не то, что вы купили двигатель в одном месте, установили во втором, и все друг на друга пальцами тычут там. То двигатель проходит, то мастера кривые. Да, если сам залезешь у него проверить, то скажут, фиг тебе, что ты туда лазил вообще. Да. Я понял. То есть получается, что ты продаешь моторы, да, а тут Автолиберти могут в Минске установить, получается. Независимости 58, корпус 6. Да. Ну и все. То есть если вы не хотите сами ломать руки, вы можете обратиться к специалистам, которые дадут гарантию, что будут за это отвечать. Я думаю, это очень классно. Да, и платить надо только один раз, а не дважды, трижды за съем установки. Да, но это супер на самом деле. Но я все-таки попробую сам, но если мне рук не хватит, я просто буду знать, куда мне обращаться. Без проблем поможем. Да, кстати, я оставлю на всякий случай ссылочки. Приезжайте, смотрите. Ребята открытые, молодые, классные. Кофе напоят. Вот. Ну и, короче, хорошо сможете узнать вообще, кто вам ставит двигатель, а не просто так, компания без лица. Так, ну что, вы, получается, свап-проект какой-то делаете, да? Просто для того, чтобы BMW это ездила, да, то есть это надо как минимум какие-то доработки. Еще одну BMW. Еще одну BMW. Починиться на второй ездишь. Ну да, Как вариант. согласен. У меня знакомый уже, второй двигатель поменял, чтобы хотя бы как-то на ней ездить. Тоже 80-30 кузов. Это печальный. Поставил 3-литровый дизель, не знал, Да. Так что чуть что 3-литровый дизель. Ну, а вот эти 6 котлов, это, конечно, хорошо. Это 4-котловый, А, 4-котловый. N46 вообще это мотор. Немножко не ездит, да? И немножко не едет, он очень долго стоит в ремонте. Поэтому все очень грустно и печально. Ай-яй-яй, где 90-е и 80-е, когда делали хорошие двигатели, конечно. Все двигатели там остались. Просто они решили немножечко начать уже зарабатывать, мне кажется, да? Да, маркетинг. А это лаунч, получается, да? Да, Launch Pro 5 или Pro 3, если не ошибаюсь. Короче, как Эльдаров. 17 года. Я понял. Привет, Эльдаров, по подбор. Так основная проблема вообще какая? BMW? Да? Ну, в частности, в этом моторе умер масляный насос, ну и все потянуло в следующую. Ой-ой-ой. Новый масляный насос на эту машину стоит в закупе $973. А двигатель обошелся с навесным $1400. Короче, чуть что, намного проще, вот как я и говорил, меняешь мотор, и тогда хотя бы есть вероятность, что один из двух будет ездить, да? Не всегда. Всегда это все абсолютно индивидуально. Какие-то проще поменять, какие-то проще сделать. То есть это все индивидуально. Зависит Слушай, от машины. А тебе не заказывали на 222 Mercedes 278 мотор? Заказывали. Ну просто потому, что у них тоже с самого завода есть проблема с масляными насосами. Продавали такие моторы. Уже, представляете, это машинам еще 2 лет нету, понимаете? Да, уже делали и продавали. Это просто пиздец, куда вообще чё катится, я не понимаю. На самом деле, такое ощущение, что проще Ладу Весту пожизненной гарантии купить, ну, я не знаю, блядь, что еще, я не знаю, что еще покупать, как бы. Велосипед. Да, велосипед намного проще. Двигатель Феррари на том Мазерати стоит, который там? Да? Реально Феррари. Пиздец. Да, кстати, интересно было бы посмотреть. Ребята купили, короче, Мазерати, вот уже 2 года стоят, они планируют когда-нибудь начать ее восстанавливать, сделать из этого проект. Ну там ценник, как говорят на запчасти, такой просто конский. А притом старые будки, это такие машины, ну, редкие на самом деле. Да вообще, в принципе, Мазерати, блядь, редкая машина. Вот у меня возле дома есть этот салон Мазерати, они прямо его возле Лады разместили, понимаешь? И это очень шикарно. Если они 2 машины в год продают, это, наверное, у них самый лучший год. Одна, это год удался. Год же можно жить. Да. Вот смотри, открыли салон Бентли. Смотри, сколько Бентли стало. Бантаяга, блин. О, да. Говорят, денег нет, едешь же только Бентли. Да. Надо же как-то денежки оприходовать, правильно? Нифига себе. Обалдеть. Вот это да.
Алюминиевый капот? Конечно. Офигеть. Это, короче, Ferrari двигатель, да? Да. Офигеть. Слушай, ну вот... Ну не совсем Ferrari, это совместная их разработка. Ну да, это же Fiat, Альфа Ромео. Ну, тогда я не знаю, Мазерати только вот один двигатель вместе с ними Да, вот разрабатывали. такой же мотор ставился на F360. Ferrari F360 точно такой же мотор стоит. Офигеть. Слушай, ну я вообще мечтал познакомиться с Феррари, но дотронуться вообще просто шикарно. Красивый, классный и, наверное, стоит недешево. Ну да. Сколько надо денег, чтобы вот такую машину восстановить, чтобы она поехала? Продай квартиру. Бля. Но самое главное, алюминиевый, знаешь, не сгниет в наших условиях, конечно. Может подождать, пока насобираем. Да, еще может подождать. Ну супер, конечно. А за сколько купили, если не секрет? Секрет. За долги, знаешь? Ой, дверь какая тяжелая, офигеть. Красивая. Слушай, ну живут же люди, елки-палки. Это же кожей так пахнет, знаете, как от старой куртки такой кожаной. Офигеть. Офигеть. Еще диск какой-то с тех времен. Ой, супер. Да, ребят, тут без десяточки долларов, короче, даже это не влезает. Можно умножать. Можно умножать. Я просто даже, ну вот даже если по-простому, да, вот сколько стоит такая резина, даже если просто бэушку искать, это, ну, по карману ударит. Слушай, не, ну ты расскажи, ты на чем ездил? На Мерседесе CLS. За год он меня сделал бомжом, 8 тысяч долларов он у меня забрал. Короче, поставил на колени, да? Поставил на колени, на 6 тысяч дешевле продал. Слушай, подожди, ну это, наверное, был как минимум 272-273 мотор, да? 272, да? Я в нем уже знаю все. Не, ну просто у меня на тренировке тоже, Олег, тебе тоже привет, он говорит, блядь, если ты 272-273 мотор, ты беги просто, блядь, как от огня. На самом деле, даже состоятельных людей Мерседесы с такими моторами ставят на колени. Да. Ну вот это своим опытом подтверждаешь. Это 100%. Этот бэушный премиум, он того не стоит. Если брать какие-то аналоги, уж лучше новый бюджетник в хорошей комплектации, чем платить за эти понты. Ну, милости просим, мы всем рады. И новым, и старым. Бюджетникам, премиумом, всем подряд. Да, согласен. Это ладно, если повезло, это вот мотор валяется, да, к примеру, там никому не нужен, могут там... 272, мне кажется, всем нужен, блядь, алюминиевый блок, задиров двигатель и привет, до свидания, как бы. Его капиталить вообще нет смысла, блядь, с этими цепями там всякими. Ну почему? Есть уже смысл, уже нормально делают. Да? То есть я уже делал мотор себе, да, отлично, все, он следующий владелец ездит, все, класс. То есть получается, у меня машина полностью рассыпалась, я ее полностью восстановил и продал. Бля, святой человек, вот еще один святой человек. У нас уже был святой человек, который 202 вложил 3200 на покраску. Да. Блять, это можно 2 таких купить. Вот еще один Владимир святой. Если вы попадете на таких людей, вам, конечно, повезет. Но вот, когда я выпустил видео вот про эти моторы 272, 273, мне каждый владелец якобы, ну ты знаешь, комментаторы мне писали, это, блядь, золотой мотор, у меня ездит, не ломается, что ты пиздишь. Ну вот вам второй человек, реальный, не комментатор диванный, а реально говорит, то, что намного проще, это, я не знаю, там, ну хотя бы 113-112 мотор, но это уже хотя бы. Ну это очень надежный мотор, да. особенно 113, они надежные. Люди на GL-ках, на свежих, выкидывают 273 моторы и свапят, полностью ставим 113 мотор. Если интересно, приезжайте к нам, мы тоже делаем такую работу, это без проблем. Уже сколько GL-ок у нас было, все переделали под 113 мотор. Там машина 9-10 год, ставим мотор 2003, клиенты радуются, там жмут руки и уезжают. Слушай, а вот 628, вот этот дизель, который 4.0, да. ну тоже косячный мотор, да, или нет? Блин, их покупают мало, но в зависимости от того, что и машин было очень мало на самом деле. Сказать точно процент рабочести невозможно, потому что, ну, их было на самом деле очень мало.
Двигатель, когда вы покупаете, все-таки был деталь. Это вот деталь, бывшая в употреблении. Есть определенный риск, что она может быть неисправна, да, то есть вы можете визуально там оценить ее состояние, можно намыть, там накрасить, что угодно. Да. Но внутрь ты же не полезешь, непонятно что. Вот поэтому мы и расширяем сеть для того, чтобы вы купили, у нас поставили что-то не так, ну извините, подождите там 2-3 лишних дня, привозим другой мотор, ставим, и все, вы уезжаете. Вот, как-то так. Бывали даже случаи, когда там есть определенные проблемные моторы, 3 раза меняли мотор, только с 3-го захода машина уезжала. Пиздец. Да, но клиент при этом не абсолютно, вот, но клиент при этом абсолютно ничего не платил. Он терял только время, но в то же самое время он мог потерять и у себя, купивший этот мотор, и плюс еще деньги. А здесь он полностью в нашей компании застрахован от начала до конца. Ну вот, ребята, это не реклама, потому что, ну, поймите, я такой блогер, это жизнь. Притом я такой блогер, кто ко мне сейчас, блядь, обратится. Вообще, даже Kitty Cat рекламируют, не обратятся, блядь. Просто спасибо людям. Вот, дядя Бой подъехал посмотреть на мечту свою. Дядя, вот я тебе хочу сказать, что это надо 2 бабушки из Израиля для того, чтобы просто, блядь, поднять эту машину. Ребята, кстати, будут делать научный проект. Если повезет, может быть, даже и снимем его. Так, ребята, ну что, я посмотрел мотор. Завтра мы приезжаем с дядькой, забираем его, везем в наш гараж для того, чтобы там посмотреть, подходит, не подходит. То есть, может быть, на какие-то запчасти разобрать. Ну, будем восстанавливать Mercedes, посмотрим, попробуем своими руками это сделать. Потому что просто денег кому-то платить, ну нету, понимаете, даже кому-то обратиться просто нету. И как раз-таки для вас снимем хороший видос. Ну и, конечно, очень большое спасибо Володе из Мира Моторов. Это просто, я вам говорю, ну вот в лотерее всю жизнь участвовал, никогда не выиграл. А тут такая ситуация, вот человек пришел на помощь. Поэтому, ребята, ну будьте подписаны на канал, дальше будет интересней 100%. И я вам всем желаю, чтобы у каждого из вас не было корчей, а были реально хорошие, красивые машины.